Мальчики и девочки, День влюбленных не за горами. Пора запасаться подарками, пора создавать подарки своими руками. Если ваши ручки на это способны, и я в этом мастер-классе предлагаю вам заняться изготовлением часами в технике Resin Art. Мы будем работать с эпоксидной смолой и своими ручками создавать удивительный, а главное полезный подарок, который будет актуальный как для женской части населения, так и для мужской. Так, ну что, приступим. Смотрите, в художественном магазине я нашла вот такую заготовку сердца. Кстати, посмотрите, в отделах «Все для художников» очень много таких приятных мелочей. И обратную сторону я сейчас, смотрите, марлевым скотчем обрабатываем, для того, чтобы у нас эпоксидная смола не испачкала обратную сторону. Но даже если она испачкает, мы всегда можем ее закрасить потом какой-нибудь красочкой акриловой и покрыть лаком, и все будет идеально чисто. Лицевая сторона у нас уже грунтованная, она белая. Если у вас попалась деревянная заготовка, либо заготовка более темного цвета, все-таки советую перекрыть акриловой краской несколько слоев. Я сейчас развожу эпоксидную смолу, буду работать со смолой Artline, которая подходит для техники Resin Art. И помним, что пропорции смешиваем согласно инструкции и используем весы для того, чтобы измерить точность смолы и отвердителя. Все это тщательно перемешиваем, и дальше я разливаю смолу в одноразовые стаканчики. Я буду сейчас ее подкрашивать и тонировать. Я хочу, чтобы часы были в красном, черном и золотом оттенках, поэтому основной у меня будет красный. Я вот взяла пигментированную пасту, добавила, которая прозрачность не сохраняет, потом добавила еще спиртовых чернил более темных, цвет мне не понравился, мне чего-то хотела более насыщенного, в общем, добавила еще туда пигментированной фиолетовой пасты, все это размешала. Цвет уже более-менее мне подходил, но мне захотелось его чуть-чуть затемнить, и я добавила, ну прям смотрите, капелюшечку черной пигментной пасты. Все брала на Artline, я ссылочку внизу в описании оставлю, где я это брала. И все, красный цвет я замесила, и теперь хочу золотой. Золотой также у меня есть пигментированная такая паста. Потом я хочу белый цвет. Если сейчас обратите внимание, то у меня все оттенки, они не сохраняют прозрачность. И чуть-чуть сделаю черненького. Будем делать разводы. Тщательно перемешиваем все компоненты. И, конечно, у меня осталось много прозрачной смолы. И вот с прозрачной смолы я начинаю заготовку. Обратите внимание, что работать буду долго, поэтому у меня перчатки, у меня респиратор, и рабочая поверхность у меня застелена клеенкой, потому что может где-то что-то пролиться. Так, на центр я выливаю и распределяю просто прозрачную эпоксидную смолу без какой-либо прокраски, пигментации. По краю наливаю бордовой эпоксидной смолы, выливаю все, что у меня есть в стаканчике, край будет более темный. Дальше это все распределяю до бортиков. Приготовьтесь к тому, что смола будет стекать. Особенно если у вас есть уклон, то есть вы не выровняли поверхность. Хотя, в принципе, я ее вот сколько не равняю, все равно у меня где-то она начинает стекать быстрее. И хоть я сейчас ее равномерно распределяю, хочу, чтобы был какой-то красивый рисунок, прям я себе там что-то в голове придумала, потом это будет какой-то непредвиденный результат. Поэтому вот сейчас разливаю золотистую эпоксидную смолу. Смола друг с другом входит в реакцию, хорошо смешивается, получаются разводы, которые, в принципе, вы тоже не можете никак контролировать. В принципе, техника Resin Art – это непредсказуемый всегда результат. Дальше я доливаю еще прозрачной эпоксидной смолы, уже полностью заполняю всю поверхность. Где-то смоле помогаю палочкой для того, чтобы распределить. Никогда не лью много смолы, я все время боюсь ее перерасхода, и даже та смола, которая будет у меня стекать сейчас со временем, я потом нашла и применение, уже когда я часы убрала со стола, я ее всю собрала деревянной лопаткой, аккуратненько перемешала в другой оттенок и еще сделала одну заливку на досточке. Сейчас, смотрите, делаю белые разводы прям по бордовой части, с заходом на золотую. Теперь делаю разводы черные тонкими полосками веду. В общем, использую всю белую, использую всю черную, где-то двойные разводы получаются, где-то даже тройные. А теперь я взяла спиртовые чернила, думаю, попробую, как у нас спиртовые чернила по центру заиграют. У меня были бордовые, у меня были красные, у меня были такие радужные с мелкими блестками внутри. И вот я сначала капаю только в произвольном порядке. Мне хотелось, чтобы часы были в красно-бордовых оттенках. Сейчас вот капаю радужный. Прям можно на другой цвет капать. Получается красивые разводы. За ними интересно наблюдать. И вот, как видите, у меня уже с некоторых сторон
причем с противоположных смола убежала. Это нормально, так и должно быть. Большое количество смолы мы добавляем, чтобы она равномерно распределилась. И я вот взяла еще такую стеклянную крошку и по бортикам, по краю стеклянную крошку как бы сделала окантовочку, ограничила края. И вот взяла зубочистку, еще зубочистками сделала разводы по центру. Думаю, посмотрю, как будут спиртовые чернила смотреться. И там, где у меня спиртовые чернила убежали, я добавила еще красных, бордовых оттенков. Взяла еще разбавитель. В общем, опять в произвольном порядке накапала спиртовых чернил, разбавителя и зубочистка это все равномерно распределила, сделала какие-то разводы. Дальше беру фен и феном раздуваю белые черные полосочки, которые у нас к краю остались. В принципе, этого можно не делать, потому что эпоксидная смола, она все равно разбежится и все равно будут разводы. Если вы хотите разводы более четкие и яркие, тогда, конечно же, делайте с помощью фена, либо трубочки соломки просто раздувайте уже ртом. А чтобы вышли все пузырьки воздуха, вам понадобится газовая горелка. И аккуратненько вот так проводим, чтобы пузырьки у нас все полопались и поверхность была идеально ровной. Ну все, дальше я это все отставила в сторону. Обязательно делайте колпак сверху, чтобы пылинки, ворсинки не припали. И в принципе ничего больше я не делаю. Будем ждать результатов. Через 24 часа мы сможем вернуться к этой заготовке и посмотреть. Если все будет классно, гладко, идеально, и вам будет нравиться поверхность, то больше мы ничего с ней делать не будем. Если вдруг что-то пойдет не так, и какие-то оттенки сместятся, либо убегут, либо потеряются, можно всегда сделать повторную заливку сверху. На 24 часа мы просто забываем об этой заготовке. Сейчас я убираю марлевый скотч с обратной стороны, где-то поддеваю лезвием. Если потеки были сильные, в общем, все хорошо сходит, но все равно я задник извозюкала, поэтому будем его потом перекрывать краской. Надо было марлевым скотчем мне все обклеивать. В общем, взяла черную краску и начала все черной краской в 2 слоя акриловой перекрывать. Можно, кстати, и белой краской это сделать, но мне почему-то захотелось, чтобы задник был темный. 2 раза покрыла и теперь защищаю это все лаком. Лаком пользуюсь аэрозольным, матовым. 20 минут даем подсохнуть. Потом я размечаю центр, где я буду делать сквозное отверстие. И начинаю сверлить. Начинаю с маленького сверла в диаметре. Делаю сначала маленькое отверстие. Это необходимо для того, чтобы не было сколов с обратной стороны. Если вы сразу начнете сверлить большим, толстым сверлом, то, возможно, будут сколы с обратной стороны, особенно если эпоксидка у вас подсохла так хорошо. Ну, в общем, расширяем отверстие до тех пор, пока у нас не войдет вот этот вот стержень, внутренность часового механизма. Делаю это с 2 сторон, постепенно, аккуратненько увеличиваем сквозное отверстие до нужного нам размера. Так, ну что, теперь будем собирать часовой механизм. Отлично проходит сквозное отверстие. Здесь я решила вот эту силиконовую штучку убрать. Она дополнительно занимает место. И теперь берем прокладочку, шайбочку и закручиваем пока это все. Ключей у меня нет, но у меня есть тонкогубцы, и буду ими придерживать и закручивать вплотную часовой механизм. Смотрите, есть у меня такой циферблат. Я, кстати, на Алиэкспрессе еще успела в свое время заказать таких циферблатов очень-очень много. И когда у меня остается эпоксидная смола, я заполняю всегда циферблаты, и у меня всегда есть циферки для того, чтобы потом быстренько сделать часы. Сейчас я делаю разметку согласно цифрам, беру белую акриловую краску. Она, кстати, очень легко потом стирается с поверхности эпоксидки. Сделала разметку и теперь беру эпоксидный клей. Буду приклеивать все на эпоксидный клей. Он такой же надежный. Я взяла эпоксипол, как и сама эпоксидная смола. То есть будут намертво держаться все ваши циферки. Перемешиваем 2 компонента. И потом достаем циферку. Сначала я начала приклеивать циферки 3, 6, 12, 9.
А потом уже между ними клеила другие циферки, чтобы четко держать правильное расстояние между ними. Клей застывает быстро, буквально 4-5 минутки, и он у вас застынет. Пришлось мне клей разводить 2 раза, потому что застывает быстро, и работать бегом-бегом, чтобы приклеить все 12 циферок. А дальше берем влажную салфеточку и аккуратненько стираем белую акриловую краску. Видите, как она легко сходит с поверхности эпоксидной смолы. А теперь нам нужно поставить стрелочки. Сначала ставим часовую стрелку, она плотно достаточно и глубоко насаживается. Затем у нас идет минутная стрелка, но она слишком длинной мне показалась, поэтому я ее сейчас буду подрезать ножничками. И острый край нужно будет заточить либо наждачной бумагой, либо пилочкой для ногтей, как это делаю я, чтобы он ни в коем случае не был колючим, острым и, не дай бог, не поранил кого-то. Так, вставляем минутную стрелочку, опять же плотно насаживаем на стержень, и дальше у нас идет секундная стрелка. Сейчас мы вставим батареечку и посмотрим, работают ли наши часики. Да, секундная стрелочка идет. Сейчас, правда, придется мне немножечко вниз подмять стрелочки остальные, чтобы не цеплялись друг за друга. И вуаля, наши часы готовы. Друзья, ну согласитесь, что это классный подарок на День влюбленных и даже на 8 марта. Вообще часы в виде сердца на любое мероприятие, мне кажется, это будет отличным подарком, отличным вариантом. А учитывая то, что работать в технике Resin Art очень просто, результат всегда непредсказуемый, у вас будет реально индивидуальное и очень интересное изделие. Такое, которое никто не сможет ни повторить, ни сделать копию, даже вы сами. Я очень надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы. И, друзья, огромного-огромного вам вдохновения и творческих идей.